Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодняшний мастер-класс мы делаем по просьбе Оксаны Редько, которая у нас на канале попросила связать узор номер 48 из книги японского автора Хитоми Шида «260 узоров спицами». Вот как этот узор выглядит в книге. Ну и вот что получилось у меня. Очень красивый узор. Давайте посмотрим на его схему. Узор состоит из двух элементов. Вот боковая вот дорожка и вот такая здесь ажурная дорожка с листиками. Вот у нас вот эта боковая и вот ажурная дорожка с листиками. Здесь на схеме, на образце я еще слева связала одну такую боковую ажурную такую дорожку. А мы с вами свяжем точно по схеме одну дорожку вот такую ажурную вот с такими листиками и уже большую вот центральную вот эту вот красивую дорожку с цепочками. Что я хочу сказать? Этот узор очень легко вязать по кругу, просто нужно вязать по схеме. То есть при поворотных рядах мы вяжем первый ряд, мы вяжем, смотрим петли, как они располагаются справа налево, затем в изнаночных рядах мы смотрим, как петли лежат слева направо. А когда мы вяжем по кругу, мы все ряды вяжем лицевыми и все их вяжем. Они у нас разделяются не на лицевые изнаночные, а на четные и нечетные ряды. Вот. И нечетные ряды мы тоже вяжем справа налево. Только узор у нас будет вот так вот выглядеть. Давайте будем с вами вязать этот узор. Еще раз к схеме. 32 петельки в ширину раппорт узора и 24 ряда в высоту. И у нас первые два ряда установочные, они не входят в раппорт узора. Знаете, что я вам еще хочу сказать? Вот когда у нас сразу после кромочной, вот как здесь, идет лицевая скрещенная петля, вот дорожка из лицевых скрещенных петель, я советую, хотя этого нет в раппорте, связать здесь, вот я написала плюс одну петельку изнаночную. Вот у меня между кромочной и дорожкой из лицевых скрещенных здесь у меня одна изнаночная петля. Иначе вот эта дорожка лицевые скрещенные, она не будет красиво смотреться сразу после кромочной. Мы сейчас с вами будем вязать точно по схеме, и вы увидите, вот она не будет так смотреться. Я просто говорю вам, если будут такие узоры встречаться, где сразу после кромочной или сразу перед кромочной вот вяжется лицевая скрещенная петля, провяжите изнаночную петельку. И вы увидите, как сразу рисунок будет смотреться. Здесь вот, кстати, в конце есть изнаночная петелька, а в начале нету. Итак, начинаем. Набираем на спицы 34 петельки и вяжем первые два установочных ряда. Первый ряд здесь рекомендуется провязать лицевыми петлями. Но я первый ряд вяжу так же, как и второй. То есть вот давайте провяжем, как вяжу я. Сразу после кромочной у нас будет лицевая петля, затем 5 изнаночных. Затем лицевая петля, 1 изнаночная, 8 лицевых. Одна изнаночная, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 1 изнаночная, 8 лицевых. И в конце ряда изнаночная петля. Это мы провязали с вами первый установочный ряд. И теперь
второй установочный ряд мы провязываем петли по рисунку. То есть мы лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные петли вяжем изнаночными. Провязали 2 установочных ряда и теперь начинаем вязать узор. Вяжем первый лицевой ряд. Сразу после кромочной нам нужно провязать лицевую скрещенную петлю. Вот лицевую петлю мы бы просто вот так вот провязали вот за заднюю стенку. А лицевую скрещенную нужно вот так подхватить сзади, вот так ее развернуть и провязать лицевой. Она у нас перекрутилась. Далее провязываем 2 вместе изнаночной. Делаем накид. Изнаночная петля. Снова делаем накид и снова провязываем 2 вместе изнаночной. Затем провязываем лицевую скрещенную. Изнаночная петля, накид, лицевая, накид, 2 лицевых. Теперь нам нужно провязать 3 вместе лицевой так, чтобы средняя петля легла по центру. Мы вот так 2 петельки переносим на правую спицу, не провязывая, и меняем их местами, так, чтобы первая петля обогнула вторую, вот так спереди легла перед второй петлей. Возвращаем петли на левую спицу и провязываем 3 вместе лицевой, и смотрим, у нас средняя петля лежит по центру. Дальше у нас будет 2 лицевые, 1 изнаночная. Делаем накид. 2 вместе провязываем лицевой за задние стенки с наклоном влево. Изнаночная петля. 2 вместе провязываем лицевой за передние стенки с наклоном вправо. Делаем накид. Изнаночная петля. 2 лицевых. Три петельки провязываем вместе лицевой так, чтобы средняя петля легла по центру. 2 лицевые, накид, лицевая, накид, в конце изнаночная петля. Вяжем второй изнаночный ряд. Здесь мало рядов, где вяжутся петли по рисунку. Тут где-то в основном по рисунку, но тут такие есть нюансы, что я буду изнаночные ряды почти все провязывать вместе с вами. Итак, второй изнаночный ряд. Провязываем лицевую петлю, 8 изнаночных. Далее 2 лицевых. Вот здесь накид провязывается лицевой. 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевых, 8 изнаночных. Здесь накиды уже вяжут изнаночными. 1 лицевая. Далее, вот перед нами изнаночная петля, она у нас на лицевой стороне была лицевой скрещенной. Мы здесь вяжем ее изнаночной скрещенной. Не так вот, как бы мы сейчас изнаночную провязали, а подхватываем тоже сзади петельку и провязываем ее изнаночной. Далее будет 5 лицевых. Накиды здесь лицевыми провязываются. И в конце ряда изнаночная скрещенная. Это только так кажется, что это вот как бы заморочки такие. Нет, когда вы уже провяжете несколько рядов, и уже поймете, что это совсем не страшно. Вяжем 3-й лицевой ряд. Лицевая скрещенная. 2 вместе провязываем изнаночной. Делаем накид, изнаночная петля, делаем накид, 2 вместе изнаночной,
лицевая скрещенная. Дальше изнаночная петля, накид, 3 лицевых, накид, лицевая, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру, лицевая петля, 2 изнаночных. Затем вот перед нами 3 петельки, третью накидываем на первую и вторую, провязываем лицевую, делаем накид, провязываем лицевую. Далее будет 2 изнаночных, 1 лицевая, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру. Далее будет лицевая, накид, 3 лицевых, накид, изнаночная. Вяжем 4 изнаночный ряд, лицевая петля, 8 изнаночных, две лицевых, 3 изнаночных, у нас тут петли по рисунку идут, 2 лицевых, 8 изнаночных. Далее у нас будет лицевая петля, изнаночная скрещенная, 5 лицевых и изнаночная скрещенная в конце ряда. 5 лицевой ряд, лицевая скрещенная, 2 вместе провязываем изнаночной, накид, изнаночная, накид, 2 вместе изнаночной, лицевая скрещенная, изнаночная петля. Далее накид, 5 лицевых, накид, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру. Две изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, накид, 5 лицевых, накид, в конце ряда изнаночная петля. 6 изнаночный ряд вяжется точно так же, как 4. 1 лицевая, 8 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 8 изнаночных, 1 лицевая. И боковая часть узора, изнаночная скрещенная, 5 лицевых, изнаночная скрещенная. Вяжем 7 лицевой ряд, лицевая скрещенная, 5 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная петля. Делаем накид, 7 лицевых, делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону. Вот у меня удобно лежит лицевая петля, и неудобно для этого лежат изнаночные петельки. Я их вот так вот разверну и провязываем 3 вместе лицевой с наклоном влево. Далее 3 петельки перед нами, третью накидываем на первую и вторую и провязываем изнаночную петлю, делаем накид и снова провязываем изнаночную петлю. Далее 3 петельки провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь изнаночные лежат удобно, а вот лицевая нет, я ее разворачиваю. И провязываем 3 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид,
7 лицевых, делаем накид и изнаночная петля в конце ряда. Вяжем 8 изнаночный ряд. Лицевая петля, 8 изнаночных, далее лицевая петля, изнаночная петля, лицевая петля. Вот перед нами накид, его нужно провязать вот так за заднюю стенку, лицевой скрещенный, вот так. Снова лицевая петля, изнаночная, лицевая, 8 изнаночных. Лицевая петля. Затем боковая часть узора, изнаночная скрещенная, 5 лицевых, изнаночная скрещенная. Вяжем 9 лицевой ряд. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Теперь вот следующая изнаночная петля, нам нужно опуститься на 3 ряда ниже. Вот смотрите, 1, 2, 3, вот сюда. Один, два, три. Вот сюда мы опускаемся, втыкаем сюда спицу и вытягиваем петлю. Вытягиваем вот такой вот длины, достаточно длинную. Затем делаем накид и снова в эту же петлю на 3 ряда ниже вытягиваем лицевую петлю. Вот так вот из одной петельки на 3 ряда ниже мы вытянули 3. Спускаем эту петельку со спицы, мы уже ее привязали только на 3 ряда ниже. Дальше у нас будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная. Затем изнаночная петля, накид, лицевая, накид, то есть повторяем эту часть узора как в первом ряду. 2 лицевых, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, 2 лицевых, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону, накид, изнаночная петля, 2 лицевых, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру. 2 лицевых, накид, лицевая, накид, изнаночная петля. Вяжем 10 изнаночный ряд. 1 лицевая, 8 изнаночных, 2 лицевых, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевых, 8 изнаночных, 1 лицевая. Далее 1 изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 3 изнаночных. Петельки, которые мы вывязывали в лицевом ряду из одной петли на 3 ряда ниже, мы провязываем здесь 3 изнаночными. Далее будет 2 лицевых, изнаночная скрещенная. 11 лицевой ряд. Лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 3 петельки провязываем вместе лицевой, средняя петля по центру. Вот, посмотрите, какой интересный получился у нас элемент.
Далее 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, накид, 3 лицевых, накид, лицевая, 3 вместе провязываем лицевой, средняя по центру, лицевая петля, 2 изнаночных, третья петля накидывается на первую и вторую, провязываем лицевая, накид, лицевая, 2 изнаночных, лицевая, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, лицевая петля, накид, 3 лицевых, накид, изнаночная петля. 12 изнаночный ряд. В основной части узора мы петли провязываем по рисунку, а боковую часть я провяжу вместе с вами. Вот, провязываем изнаночную скрещенную 5 лицевых. Среднюю петельку мы тоже провязываем лицевой. И изнаночная скрещенная в конце ряда. Вяжем 13 лицевой ряд, лицевая скрещенная, 2 вместе провязываем изнаночной, делаем накид, изнаночная петля, делаем накид, 2 вместе изнаночной, лицевая скрещенная, изнаночная петля, накид, 5 лицевых, накид, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру. Далее будет 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных, 3 петельки провязываем вместе лицевой, средняя петля по центру, накид, 5 лицевых и 1 накид и 1 изнаночная в конце ряда. Чуть накид не пропустила. Вот когда вяжешь, кажется, что узор расширяется. Ничего подобного, это только так кажется. 14 изнаночный ряд. Основную часть мы вяжем по рисунку. Это будет 1 лицевая, 8 изнаночных, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, 8 изнаночных, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 5 лицевых. Здесь накиды вяжем лицевыми. И изнаночная скрещенная в конце ряда. Вяжем 15 лицевой ряд, лицевая скрещенная, 2 вместе провязываем изнаночный, накид, изнаночная петля, 2 вместе накид, 2 вместе изнаночный. Что-то куда-то я тороплюсь. Лицевая скрещенная, изнаночная петля, накид, 7 лицевых, накид. Теперь 3 петельки провязываем вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Далее вот перед нами 3 петельки, накидываем третью на первую и вторую и провязываем изнаночную петлю, делаем накид и еще раз провязываем изнаночную петлю. Дальше 3 петельки провязываем вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Делаем накид, 7 лицевых,
делаем накид и в конце ряда изнаночная петля. 16 изнаночный ряд, лицевая петля, 8 изнаночных. Дальше накид мы провязываем лицевой, изнаночная петля, лицевая петля. Следующий накид мы провязываем лицевой скрещенный, чтобы не было дырочки. Вот так вот ее. Вот так вот лицевой скрещенный. Дальше снова лицевая петля, изнаночная и накид мы провязываем лицевой. Далее 8 изнаночных. Лицевая петля, изнаночная скрещенная, 5 лицевых, изнаночная скрещенная в конце ряда. Семнадцатый лицевой ряд, лицевая скрещенная, 2 вместе провязываем изнаночной, делаем накид, изнаночная петля, снова делаем накид, 2 вместе провязываем изнаночной, лицевая скрещенная, изнаночная, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, 3 вместе провязываем лицевой, средняя петля по центру, 2 лицевых, 1 изнаночная, накид, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в левую сторону за задние стенки, изнаночная петля, 2 вместе провязываем лицевой с наклоном в правую сторону за передние стенки, накид, изнаночная, 2 лицевых, 3 петельки провязываем вместе, лицевой, средняя петля по центру. Далее 2 лицевых, накид, лицевая, накид, изнаночная. 18 изнаночный ряд, лицевая петля, 8 изнаночных. Две лицевых, накид здесь лицевой провязывается, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная, 2 лицевых, 8 изнаночных. Лицевая петля, изнаночная скрещенная, 5 лицевых, изнаночная скрещенная в конце ряда. 19 лицевой ряд, лицевая скрещенная, 5 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная петля, накид, 3 лицевых, накид, лицевая, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру, 1 лицевая, 2 изнаночных. Из 3 петель третью накидываем на первую и вторую и провязываем лицевая, накид, лицевая. Далее будет 2 изнаночных, лицевая, 3 вместе лицевой, средняя петля по центру. Лицевая петля, накид, 3 лицевых, накид, изнаночная. В 20 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку. Это будет 1 лицевая, 8 изнаночных, 2 лицевых, 3
изнаночных, 2 лицевых, 8 изнаночных, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 5 лицевых, изнаночная скрещенная. 21 лицевой ряд, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Опускаемся в петельку на 3 ряда ниже. Вот 1, 2, 3. Вытягиваем петлю, делаем накид и снова из этой же петли вытягиваем петлю. Из одной вывязали 3. Снимаем петлю с левой спицы, мы ее уже провязали. Далее будет 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная петля. Делаем накид, 5 лицевых. Делаем накид и 3 петли провязываем вместе лицевой, средняя петля по центру. Далее будет 2 изнаночных, 3 лицевых, 2 изнаночных. Снова провязываем 3 вместе лицевой, средняя по центру. Накид, 5 лицевых, накид и изнаночная в конце ряда. 22 изнаночный ряд, петли в основной части провязываем по рисунку. И в боковой части узора изнаночная скрещенная, 2 лицевых, 3 изнаночных, 2 лицевых, изнаночная скрещенная. Двадцать третий лицевой ряд, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, 3 вместе провязываем лицевой петлей, средняя петля по центру, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, изнаночная петля, накид, 7 лицевых. Делаем накид, 3 петельки провязываем вместе лицевой с наклоном влево. Далее из 3 петель третью накидываем на первую и вторую, провязываем изнаночную петлю, делаем накид и провязываем изнаночную петлю. Дальше 3 петли провязываем вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, 7 лицевых. Делаем накид и изнаночная петля в конце ряда. 24 изнаночный ряд, лицевая петля, 8 изнаночных, 1 лицевая, заметьте, это накид, изнаночная петля, лицевая, следующий накид провязываем лицевой скрещенной, лицевая петля, изнаночная, лицевая, накид простой лицевой провязываем, 8 изнаночных, лицевая петля, изнаночная скрещенная, 5 лицевых,
изнаночная скрещенная в конце ряда. Вот посмотрите, мы провязали с вами один раппорт. Вот, конечно, он такой не отпаренный, не очень он так корявенько немножко смотрится. Вот так он смотрится на изнанке. Мы провязали один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. И повторяя с первого ряда, мы получим вот такой замечательный узор. Вот посмотрите, я вам говорила в начале, что вот по схеме у нас сразу после кромочной идут петли лицевые скрещенные в лицевых рядах, изнаночные скрещенные в изнаночных рядах. Вот такая вот дорожка, да? Вот такая из лицевых петель. Вот она идет. Здесь я после кромочной провязывала изнаночную петельку. Здесь мы не провязывали изнаночную петельку. И посмотрите сразу, как они отличаются. Они должны быть одинаковые, вот эти петельки. А у нас после кромочной вот идет. И вот она отличается. Вот такая она должна быть. Поэтому я советую, если у вас после кромочных петель или перед кромочной, вот здесь вот, нету по узору никаких больше петель, то провяжите изнаночную петельку. Узор будет смотреться гораздо красивее. Ну и все. Давайте скажем спасибо Оксане Редько за идею мастер-класса. Мы провязали с вами узор номер 48 из книги Хитоми Шида 260 узоров спицами. Я желаю всем удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.